Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня немножко необычный обзор будет. Я решил снять такое. Это будет, то есть, не обзор кузова и не обзор шасси. Это будет обзор просто покупки, которую вы могли совершить приблизительно 15 лет назад. Почему я его решил снять? Да потому что эта машина настолько новая оказалась, чего я в принципе не ожидал, что мне захотелось вам показать, как выглядела покупка этой машины, то есть ее приобретение в японском магазине примерно так, ну, по моим расчетам, 15-16 лет назад. То есть это там 2005-2006 год. Вот такая, собственно, нас коробка встречает. Здесь у нас полностью все расписано, показано, чем отличается эта машина и это шасси от предыдущих. Здесь у нас лицензия Ferrari есть, ну и, собственно, сама. Сейчас вот так вот сделаем. Сама Ferrari. Вот. Я не буду подробно останавливаться, собственно, на самом кузове. Я не вижу в этом смысла. Да и о Ferrari рассказывать я уже достаточно рассказывал. Поэтому мы просто рассмотрим это как вот такую вот покупочку. Ну, вот так еще покажу. Покупочку, которую вы могли совершить в то время. Первое, что единственное, то есть эту коробку уже я открыл первый раз, но она еще никогда не видела там ни дорогу, ни трек, ничего. Никто ее не трогал, никогда ничего, никакая эксплуатация не происходила. Мы сейчас вот в этом выпуске, собственно, ее и запустим. Единственный нюанс, что я оттуда извлек вот этот каталог продукции, очень интересный сам собой. То есть он настолько, скажем так, ну, условно древний, что здесь еще даже старый сайт с японским адресом, с японским доменом указан. Вот. И почему я, собственно, на нем хочу остановиться, потому что здесь на развороте, на первой же странице, расписаны характеристики нового шасси MR-02. То есть на тот момент, это у нас шасси MR-02, на тот момент она только-только вот появилась, отгремела, и она была, можно сказать, условно революционной по сравнению с предыдущей MR-015. Об этой шасси я как-нибудь отдельно остановлюсь, у нас будет полный обзор всех этих изменений, всех шасси и так далее. Там, ну, это разберемся в отдельном ролике. И вот, собственно, у нас MR-02, она и представлена этой Ferrari, и тут указаны все полностью характеристики, инновации и достижения, которые были применены, и на самом деле он действительно MR-02, ну так, прилично и серьезно отличается от предыдущей 0.15 и уж тем более от первого поколения. Ну, все, достаточно слов, я думаю. Коробка очень интересная сама по себе. Здесь еще применен картон, никакого глянца. Этот картон очень такой интересный запах имеет библиотеки из Советского Союза. Если кто помнит, кто знает, собственно, коробочка и вот автомобиль. Он немножко пылью припал. Вот. Но я думаю, прекрасно видно состояние. Что меня заинтересовало сразу же, это тут имитация тормозных дисков уже была в базе на этих колесах. То есть ощущение такое, что это прям как какая-то лимитка, юбилейная машина и так далее. Вот. Мы ее обязательно сейчас чуть позже снимем с этого картона и рассмотрим более подробно. Вот. Также в коробке, вот как я и сказал, здесь картон. Ну, собственно, сейчас вот так вот он гудит. Так, вот коробочка, автомобиль. И вот что нас встречает. Это у нас тоже подкладка, это антенна от пульта, собственно. Вот, ну я думаю, мы снимать отсюда не будем, мы если что там применим пульт другой. Далее, это комплект запчастей. Я подробно на нем никогда не останавливался, но я думаю, что можно. То есть здесь в комплекте у нас идет, вот, я думаю, распакуем, раз уж такое дело. Открываю впервые после выпуска этой машины. То есть с момента выпуска, значит, что у нас идет в комплекте? Запасные тут шайбочки, винтики. Это антенна. Это антенна непосредственно, поскольку у нас есть еще передатчик на 27 МГц, естественно, антенна, которую мы прикрутим к машине. И через, собственно, вот здесь почти во всех у них есть отверстия. Вот в кузовах, там в крышах, ну в основном в стеклах, чтобы для выхода этой антенны. Вот. Чтобы в дальнейшем не портить там эти кузова, обычно антенну просто в круг закручивают, да и все. Дальше. Здесь у нас, ну, он прям сильно запакован.
идет, это у нас получается ключ для колесных гаек. Нет, все-таки мы его распакуем, я думаю, потому что иначе ощущение от новизны будет неполным. Открываем, открываем. Клей до сих пор держится, несмотря на возраст. Вот что значит новые товары. Я уже как-то останавливался, честно говоря, на комплектации, но сейчас более подробно рассмотрим, раз уж такое дело. Значит, первое. Ключ для колесных гаек. Этим ключом мы можем откручивать колеса. Вот, все, больше он для чего не подходит особо. Далее. Это у нас специнструмент, значит, один из них для снятия пиньона с мотора, то есть моторной шестерни. Второй для снятия C-образных шайб на стойках, на стопорах. Ну, это отдельно как-нибудь расскажу. Сами моторные шестерни, она же пиньон называется, то есть, собственно, там по деле сняли условно, да. То есть это у нас тут идут номера, вот 7, 8, 9, да. И с такой помощью мы можем поменять передаточное число машины, то есть накрутить ее там на максималочку, либо там на быстрый старт и так далее. Здесь у нас проставочные шайбы с разной высотой, это под передние пружины. Вот, потому что передние пружины, ну, можно было жесткость выбирать вот прям вот, собственно, из коробки. Дальше, здесь у нас проставочки под моторы. Это на тот случай, то есть там все продумано наперед. Если я хочу поменять пиньон, соответственно, они же разные по диаметру, по внешнему, ну и по количеству зубов. Соответственно, я меняю проставку под мотор. Таким образом, мотор чуть-чуть отходит от, условно говоря, от главной пары. И таким образом зазор выставляется, то есть не надо ничем заморачиваться. Дальше, это у нас две стойки. Это стойки амортизатора. То есть там есть задний амортизатор. Я обязательно его покажу, но я думаю, в других моих видео его было видно. Вот. И, собственно, при замене моторамы, то есть, точнее, при переносе моторамы ближе или дальше, чтобы уменьшить либо увеличить колесную базу для другого кузова. То есть этот кузов мы сняли, другой поставили, уменьшили колесную базу. Вот, и, соответственно, переносим мотораму и переносим крепление амортизатора. Вот. Это у нас шайбы проставочки под, там тоже со стойками связано, с передней подвеской. Вот. И две запасные колесные гаечки. Все. Вот на этом все. Вот такой у нас богатенький комплектик, скажем так, для очень важных таких и для начального уровня запасных деталей. Продолжим рассмотрение. Отсюда я достал уже, собственно, каталог этот, чтобы вам показать. Здесь у нас имеется, значит, первое и очень важное, это каталог запасных дополнительных деталей на 15-02 модель. Мы на нем не будем подробно останавливаться, скорее всего. Какой ветер, наверное. Ну, в общем так. Тут список запчастей, список опциональных деталей, список шин и так далее. Дальше. Собственно, сама инструкция по моторамам, то есть ММ, РМ. ММ это двигатель в базе, РМ это двигатель за колесами, то есть за пределами задней оси. И РМЛ это у нас, когда мотор за задней осью и очень низко расположен. Вот. Тут у нас тоже детали в разборе. То есть с помощью этой взрыв-схемы можно, вот то, что я сказал, проставки под амортизаторы. Ну, на самом деле информации очень много, но я на ней не вижу смысла подробно останавливаться, потому что это интересно только тем, у кого эти машины уже есть, либо кто только знакомится. Точно так же Optional Parts List, это у нас всякие там кузова, обвесы, всякие шайбочки, гаечки и так далее. Дальше. ПТС-ка конкретно уже на этот кузов, то есть это отдельная ПТС на кузов с указанием, что ширина там 72, там колесная база там 98, мотор у нас находится за задней осью, ну такое классическое, скажем, сочетание. Вот здесь также цены, шины и так далее, интересно достаточно. Вот это, честно сказать, вообще я не совсем разобрался, что это, японского я пока не знаю. Вот, ну, какая-то гарантийная карта, гарантийный лист, что-то такое, он не заполненный, кстати, даже. Вот, и, собственно, самое главное, это уже полноценное руководство пользователя. То есть, если те все краткие были,
то здесь вот полноценные такие вещи, что, пожалуйста, не пихайте себе в глаз антенны от пульта и не отрезайте себе пальцы. Вот. И обязательно соблюдайте свой возраст при обслуживании моделей. Вот. Также указано, что соблюдайте ПДД. Очень важный такой нюанс. Все. С макулатурой мы разобрались. Теперь последнее, что нас встречает в этой коробке, если, конечно, коробка нам его отдаст, но уже неплохо. Это аппаратура управления. Скажу честно, впервые, реально впервые сталкиваюсь с таким состоянием аппаратуры. То есть вот его состояние, вот его состояние, то есть абсолютно новый пластик, новый кварц. Вот состояние колесика, которое, то есть это, ну, там каучук, нейлон или чтобы это там ни было, резина, да, она еще матовая, то есть не затертая, как это обычно бывает на пультах, она еще матовая. Вот. Собственно, вот состояние пульта. Но надо еще батарейный отсек показать. Вот, мы сейчас сразу же, кстати, поставим батареечки. Мы в любом случае будем проверять этот пульт. Все работает. Отлично. Так, ну и что? Наконец-то уже спустя время мы можем перейти к автомобилю. Здесь у нас все на картоне завязано. Вот, и нужно немножечко ее раскрыть. Вот такой держатель нас встречает там под картонной подложкой. Это мы сейчас все снимем обязательно. Очень сильно затянуты винты, несмотря на то, что там в пластик это все вкручено, тем не менее. Машина почти свободна. Все. Вот, наконец-то мы освободили наш автомобиль. И, собственно, дальше тут у нас скотч. Ну и я надеюсь, что нам отдадут машину. Но, скорее всего, это защелки. Да, никогда их не снимал. Ну да ладно. Значит, можем вот так начать с малого. Собственно, вот наше новое шасси. Тут еще тальк даже на резине проступил. Вот, вот так. F430. Вот такое вот состояние. То есть абсолютно новый автомобиль, который никто еще никогда в руках не держал, кроме тех, кто собрал его на заводе много лет назад. Вот амортизатор. Вот моторама у нас с задним расположением двигателя. Батарейный отсек. И вот сейчас мы, кстати, будем откручивать, наверное. Нет, в перчатках очень трудно что-то делать и делать что-то адекватно. Сейчас немножко поменяю расстановку сил, чтобы уже можно было более предметно о чем-то говорить. Ну, пусть пока покрутится. Вот так вот, пожалуй. Я сейчас буду разбираться все-таки с шасси. Зачем это надо? Да за тем, чтобы просто ее запустить. К сожалению, даже из-за вот этой вот пластины я сейчас даже не вижу, если там кварц, а это очень важно. Так. На улице там гроза что-то прям такая. Угу. Да, кварц уже есть, он на месте. Сейчас открутим пластину. Так, и второй. Вот это все, я сейчас испытываю все те эмоции, которые просто положены были тем людям, кто просто, ну, на секундочку представить, что вот 15 лет назад кто-то получал эту машину либо в подарок, вот, либо там еще как-нибудь, ну, может, пошел купил там. Вот. Я говорю, вот шины еще даже в тальке. Кварц у нас на месте, пульт у нас уже активирован.
Сейчас ставим батареечки. Да, самое такое яркое, скажем так, отличие от всех, абсолютно всех предыдущих поколений этих машин — это батарейный отсек. Теперь у нас машина стала здесь очень широкой в этой части, потому что батарейки полностью лежат на дне автомобиля. До этого во всех поколениях, то есть 0.1 и 0.15, батарейки стояли строго вертикально. Вот. Но с этим связаны определенные ограничения. Вот эта ширина не во все кузова может поместиться. Поэтому вот в дальнейшем уже в развитии этого 0.2 поколения появилось 0.3 поколение, которое у нас, то есть они вот эту часть, можно сказать, упразднили, перевернули все наверх, а эту часть сделали более узкой, и это позволило обычные ранние кузова ставить там на следующее поколение машин. Все, машина у нас в принципе готова. Сейчас мы, наверное, попробуем, но он без антенны, скорее всего, не будет работать. Мы попробуем достать эту антенну. Очень хорошо все запаковано, очень добротно. Достать я это не могу почему-то. Да. Все, да вылазь же, ну что ты будешь делать, а? Нет, картон нам не отдает эту антенну. Все, наконец-то. Ставим антенну. Вот пока отключим питание. Сюда бы тоже по-хорошему антенку-то прикрутить, но пока так проверим. Ну и все, запуск, первый запуск. Так, машина стремится уехать. Значит, мы вытаскиваем антенну, подкручиваем газ. Все, она уже не шумит. Все, автомобиль полностью готов к эксплуатации. Сейчас мы поставим, вот, устанавливаем у нас защиту батарейного отсека. Вот так все защелкивается. Очень прикольно, кстати. И все. У меня тут еще множественные помехи на вот так. Все. Ну, собственно, я думаю, на этом хватит. Помехи ловит у меня от всего, что только можно, поэтому нужно немножечко сменить локацию. Ну и, собственно, вот, что сказать по итогу. Абсолютно новый автомобиль. Теперь он уже на ходу. Наверное, все-таки сейчас вот я его покажу в ближайшем рассмотрении. Все-таки Ferrari есть Ferrari, но на самом деле это, опять же, речь не о Ferrari, а о том, просто о красивой новой вещи. Подвесочка у нас тут прикольно так работает, очень мягенькая, кстати. Вот так вот. Ну что, у меня пока, я думаю, я все рассказал, что вам хотел. Вот так вот и выглядел новый, абсолютно новый автомобиль. Плюс множество там макулатурки, естественно, плюс детальки. Ну что еще? Ну и, собственно, вот все эти достижения техники, которые здесь уже применены. То есть сервопривод переехал чуть-чуть назад относительно автомобиля. Батарейный отсек стал полностью плоским и положительно повлиял на развесовку, на центр массы и так далее. Вот. Это в сравнении с предыдущими поколениями. Вот. Ну и помимо самой, конечно же, 430, я сейчас покажу вот такое изобилие кузовов. Это у нас на 0.15 серию, это у нас на 0.2 серию, там, это все, ну и монстрики дальше пошли. То есть вот это все 15 лет назад уже было доступно к приобретению. Вот. Я восхищен, честно говоря, состоянием вообще этого пульта. Вот пульт больше всего удивляет. Машины-то я на них насмотрелся уже, честно говоря, ну что, ну как бы шасси, кузов. Вот.
Тут бы шины еще поменять по-хорошему. Сейчас стоят шины просто штатные, там условно. Ну, то есть они цепкие, да, все, но они без рисунка. Вот. А можно шины поставить более интересные. Там можно и диски поставить более там прогрессивно интересные. Вот так вот. Ну и тот самый гениальный их амортизатор, который в дальнейшем, кстати, он все равно, то есть вот его работа вот так вот на кручение, вот так вот на сжатие, и в дальнейшем даже он все равно претерпел определенные изменения в связи там с эволюцией этих шасси. Вот. Ну что, я думаю, хватит на сегодня, да? Вот такой вот абсолютно новый автомобиль, который сегодня вот в рамках этого видео был впервые распакован. Вот, я не знаю, надеюсь, что удалось до вас донести эти ощущения от абсолютно новой машины, которую можно было купить. То есть, ну, японцы могли купить ее еще 15 лет назад. Мы сейчас вот покупаем то, что для них уже кажется обыденностью. Вот, ну все, у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.